Эта история с любопытным началом произошла в приюте для кошек «Домик». Куратор приюта Ева Полякова получила информацию о том, что ее дальнего родственника не стало, а его котов девать некуда. Девушка пыталась связаться с теми, кто остался отвечать за животных, но ничего не выходило. Еве удалось узнать, что котов раздали, и девушка успокоилась, думая, что с ними все в порядке. Но спустя полгода, когда она уже успела забыть об этой истории, произошел странный случай. К воротам приюта подошла женщина, которая заботливо бросила там новенькую переноску. На вопрос вышедшего дежурного она ответила, что все согласовано с Евой, запрыгнула в машину и уехала. Можно догадаться, что никаких договоренностей с куратором приюта у загадочной посетительницы не было. В итоге удалось выяснить, что в переноске сидел один из тех самых котов дальнего родственника, а привезла и бросила шипящего беднягу его бывшая жена. Делать было нечего, и волонтеры начали искать место для котейки в переполненных вольерах. Молодой черный котик с большими зелеными глазами получил кличку Боб. Поначалу он шипел на всех вокруг и никого к себе не подпускал, но было понятно, что это от страха, а не из-за агрессии. Вскоре Боб расслабился и показал свою истинную натуру, ласковую и контактную. Он просился на ручки и млел от поглаживаний по пушистому животику, мурчал и ластился, словно котенок. Вот таким оказался внешне суровый красавчик Боб. Болезней и инфекций у годовалого кота, к счастью, обнаружено не было. Боб полностью был готов к пристройству, только вот добрых рук на него почему-то все никак не находилось. А ведь такой дружелюбный добряк непременно стал бы украшением любой квартиры. Шло время, Боб переезжал из вольера в вольер, играл, мурчал на своей подстилке и терпеливо ждал своего часа. И через год, наконец, коту повезло вытянуть счастливый билет, да еще какой. Куратор приюта Ева решила взять в свой дом кого-то из своих подопечных. Выбор сделать было сложно, потому она доверила это ответственное дело своей семье. Удача улыбнулась Бобу, и он поехал жить в самые лучшие условия, туда, где его быстро полюбили и окружили вниманием. Сейчас у Боба все хорошо, и жизнь у него такая, что позавидует даже самая обласканная домашняя кошка. Вот так подброшенный кот стал самым нужным и любимым, дорогие зрители, и если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.